Тема доклада сегодня будет, что означает Webflow для разработчика и для клиента. Когда я думал, на какую тему подготовить доклад по Webflow, я опирался не на типичные базовые объяснения этого сервиса, то есть что такое Webflow, в чем, в чем его отличие от конструкторов. Хотя, конечно, небольшие сравнения будут, но их никак не избежать. В первую очередь я вспомнил о менеджерах, продакт-менеджерах, которые часто вот у меня спрашивают вопросы по Webflow, так как они напрямую работают с клиентами. И я решил подготовить свои пояснения, почему же Webflow — это крутой инструмент для разработки и для разработчика Webflow и для клиента. Чтобы менеджерам было проще объяснить клиенту и, собственно, они сами понимали, в чем его крутость. Ну и, возможно, разработчикам будет тоже интересно, которые не работают в Webflow. Доклад будет состоять из двух частей. Он небольшой, так это мой первый доклад. В первой мы рассмотрим, что означает Webflow для разработчика, и в второй части, что означает для клиента. Обе части будут полезны для продакт-менеджера. Так, ну, вопросы, комментарии, я думаю, удобнее будет задать в конце доклада. Webflow для разработчика. Значит, это сервис, платформа для верстки. В первую очередь его все сравнивают с конструкторами, естественно, по понятным причинам, потому что, ну, это так называемая визуальная верстка, то есть drag and drops элементов, без якобы знания кода, перетаскивания. Так, но я лично его называю чаще сервис, платформа для верстки, потому что, ну, для меня это что-то, тут, естественно, будет только мое субъективное мнение, и для меня это что-то более сложное, чем просто конструктор. На это указывает, собственно, даже панель разработчика, которая значительно сложнее там остальных конструкторов. Да, и сам Flow на самом деле подразумевает уже знание HTML, CSS для работы в нем. Но так как мы говорим про Flow разработчика, поэтому помимо освоения полностью этой платформы и необходимо знание, помимо HTML, CSS, естественно, также JavaScript, какой-нибудь, ну, тоже BEM-системы, то есть наименование классов, умение интегрировать там библиотеки и так далее, там или работа с тем же, интеграция с тем же Zapier, если кто-то слышал. Только после этого у него раскрывается полный потенциал. То есть без знания кода, вот этого базового, у него потенциал процентов 30, ну, как по мне. Со знанием кода мы можем реализовать очень разный функционал и дизайн. Я не скажу, конечно, что прям весь функционал, ну, любой функционал, но в 95% то, что я вижу, что касается фронтенд, то, что я вижу в Figma, ну, это реализовать можно. Если же мы говорим про дизайн, то дизайн, в принципе, думаю, можно реализовать любой, но насколько, конечно, это позволяет фронтенд. То есть если дизайнер что-то там изобразит в Figma, что, в принципе, нельзя его в вебе реализовать, то, конечно, Webflow здесь не поможет. Зачем код необходим Webflow? Ну, я, в принципе, уже сказал, то есть полный потенциал раскрывается только с применением кода Webflow.
Вот количество проектов, которые я разработал, там уже за 200 перевалило, и я на самом деле не помню, были ли у меня проекты, где я бы не применил там даже пару строчек CSS, там JS. Ну, даже если они были, это, наверное, единицы. Какие-нибудь очень простенькие там сайты. Вот. Для остальных, для вот остального, для реально работающего в будущем сайте, для реального проекта, код с большой вероятностью нужно знать. Там, подключить аналитику, написать, ну, чтобы срабатывали события для отправки в ту же аналитику, а, написать немного CSS, который CSS-свойства, которые просто нельзя задать через ту же панель Webflow. Подключить какую-либо библиотеку, например, там слайдер, поп-ап, и настроить ее. Написать там вплоть до своего виджета, сверстать сложную сетку, правильно работать с классами, а, реализовать, в принципе, любой функционал, насколько позволяет эта платформа с кодом. Его для специалиста, для Webflow разработчика, который целенаправленно хорошо владеет этой платформой от А до Я, от CMS, там, e-commerce, интеракции, то есть анимации Webflow, до знания языков, да, там CSS, HTML, JavaScript. Это супер-пупер сервис, который, ну, реально в нем очень удобно, комфортно работать, и ты от него получаешь в процессе, ну, удовольствие от работы в нем. Чем же крут для Webflow разработчика? Первый пункт — это удобное проектирование. То есть его UX, UI, да, вот смотрите, некоторые пункты, которые здесь видите на экране, эти преимущества, так сказать, и преимущества для клиента, когда мы рассмотрим позже, они будут пересекаться. Но как раз-таки для клиента, ну или для такого пользователя, который не редко использует Flow, ну не часто, эти преимущества для клиента и для обычных пользователей, они будут недостатком, когда для Flow-разработчика они как раз-таки будут преимуществами. То есть, например, вот здесь первый пункт удобство проектирования. Его UX, UI, горячие клавиши, они это все, ну, UX, самое главное, UI, они намного сложнее его панель, чем во многих конструкторах, но тем самым, когда у нас есть большой опыт уже работы во Flow, он на самом деле очень удобный и в том числе ускоряет работу в нем, то есть, ну, верстку. Дальше. Генерируемый чистый код. Ну, это, наверное, одно из самых главных преимуществ, как для просто клиента, который заказывает сайт на Webflow, так и для разработчика. Этот пункт как раз-таки в том числе выделяет его среди других конструкторов. То есть, ну, если вы слышали, знаете, то многие конструкторы генерируют там классы элементов с непонятно, не с человеческим названием, айдишники, какие-нибудь дата-атрибуты и так далее. Здесь же мы получаем, можете увидеть на фоне картинку с кодом. Webflow генерирует чистый код. Тем самым мы можем и дорабатывать тем же кодом кастомным просто функционал легко. И, собственно, мы можем просто экспортировать код в файлы, то есть экспортировать верстку. И мы получим, ну, нормальную верстку, которую сможем в дальнейшем натянуть, там, посадить на любую CMS, если необходимо.
интеракции, то есть анимации. Ну, это тоже, наверное, одно из таких значимых преимуществ относительно других конструкторов, потому что они во Flow очень гибкие, м, ну, в принципе, там дефолтная анимация, то есть которую можно выбрать быстро, классная. И то есть она гибкость интеракции, там можно то есть, сделать шаги э, в инструментах анимации Flow, она настолько гибкая, то есть, что мы можем настроить анимацию вплоть до взять конкретный шаг и настроить кривую анимации. Поэтому анимации это одна из, в том числе, сильных сторон Webflow. Я думаю, многие из вас видели кейсы, которые мы делаем, я верстаю и публикуем в HoloLab Team, и вы замечали там различную анимацию. Это, ну, больше половины это чисто анимация Webflow. Да, конечно, некоторые я допиливал кастомным кодом, но больше половины, процентов 70, это стандартная анимация Webflow. То есть от анимации по скроллу, параллаксу различного, естественно, ховеры, приклики, там, то есть различная анимация. Дальше гибкость и возможности. Наличие CMS, e-commerce, часть встроенных интеграций в Flow, которые можно использовать. Там подключение той же аналитики различные, от Google Pixel там до Google Analytics и до того же Zapier. Это все возможности. Ну и, собственно, чистый код, как я уже выше упомянул, правильно, то есть Webflow это система, платформа, созданная изначально для правильной построения, правильной верстки, в отличие от других конструкторов. Это все нам дает, то есть гибкость и возможности при разработке проекта. Работа в команде. У Webflow есть специальный тариф Team, который позволяет, собственно, работать нам в команде на одном аккаунте. Там есть, конечно, нюансы при работе именно в одном проекте, но работать можно. Но, опять же, это возможности. То есть это очень большой плюс для тех же компаний, э, когда просто можно взять тариф и работать на одном аккаунте в разных проектах нескольким разработчикам. Еще один пункт был, я его на самом деле убрал, не знал, стоит ли его сюда писать или нет, но я его проговорю. Это развитие Webflow как продукта. То есть я имею в виду обновление. Я очень давно работаю в Webflow, и на протяжении вот всей дороги, естественно, он развивается, что-то добавляется. То есть я помню, когда CMS вообще не было в Flow, e-commerce тоже не было. И вот просто вот явный пример. Буквально на этих выходных вышло новое обновление, которое позволяет в больших проектах, где, ну, в основном CMS, e-commerce, где там больше 100 страниц, э, они увеличили в 10 раз выгрузку, то есть публикацию на домен проекта, обновления. То есть это лишний раз показывает, что продукт развивается и только набирает каждый год обороты и популярность. Дальше. Я бы Webflow рассматривал для Webflow разработчика даже как этап между, ну, переход между конструктором и на что-то большее, серьезное, как фреймворк. То есть, ну, здесь, в принципе, все понятно. Так я уже проговорил, что это не просто конструктор, который мы изучили там панельку
и накидываем дизайн визуально, как его часто на самом деле позиционируют, ну, как и остальные конструкторы. То есть это возможность для разработчика в процессе изучать код, интеграции, и просто это как трамплин для того, чтобы просто в будущем перейти на что-то более серьезное. Эм, Да, возможно, вот некоторые пункты, которые я перечислил, они, то есть невозможно по-любому. Некоторые пункты, они пересекаются с такими же, как в других конструкторах. Например, тот же e-commerce. Я знаю, вот, что есть он, в том числе у Tilde, например. А, Но лично я конкурентов на самом деле не вижу у Flow. Опять же, чего стоит только чистый код его, и мы сейчас поговорим еще дальше, что означает Flow для клиента, и вы поймете, почему он действительно выделяется среди других конструкторов в совокупности вот из всех его преимуществ. То есть его относительная сложность для там, рядовых пользователей — это, наоборот, преимущество для э, разработчиков, ну, Webflow разработчика, которые работают в этом сервисе. Webflow для клиента. Здесь я написал небольшое описание, что это возможность получить хороший продукт в виде сайта за меньшую цену и быстрее. Это, можно сказать, одно из преимуществ, которое мы ниже разберем. Одно из главных, наверное, преимуществ для клиента. Мы не будем, естественно, обсуждать, там, насколько меньше, насколько быстрее. Это все относительно, и мы не сможем по какой-то формуле это посчитать. Просто если мы говорим за одинаково хороший конечный продукт на выходе в виде сайта, то есть учитывая его скорость загрузки, защищенность, анимации, там, код, эм, как влияет, то есть это все на SEO, удобство админки, там, наличие той же CMS, e-commerce. Вот это все совокупность этих факторов. эм, Продукт, учитывая все это, для клиента на Webflow просто выйдет быстрее в разработке и дешевле. Ну, насчет, конечно, цены, опять же, тут можно поспорить. Это все очень очень абстрактная такая вещь. Ну, зачастую это так. То есть зачастую это дешевле и быстрее. Для разового использования сервиса клиентам это неоправданно долго и сложно. Многие говорят, вот пишут вот на стримах, слышал много раз, в статьях различных, когда Flow сравнивают с разными конструкторами, они говорят про обычного пользователя, то есть что он немножко сложнее Flow для обычного пользователя, но в нем можно там себе, грубо говоря, там разработать сайт. Также, что он для дизайнеров. Вообще дизайнеры у Webflow на самом деле они позиционируют, у них целевая аудитория — это как раз-таки дизайнеры. Но не просто дизайнеры, а дизайнеры-разработчики. Хотя на самом деле это отдельная тема, и дизайнер-разработчик, ну, я очень мало встречал, у которых сильные скиллы именно и в дизайне, и в разработке. То есть зачастую что-то очень хромает одно. Ну, это, в принципе, и понятно. Э, Поэтому, если мы говорим про обычного клиента, который там разово хочет себе сделать сайт на Flow или даже 10 раз
10 сайтов, там, для знакомых, я не знаю, то это неоправданно для него долго и сложно. И здесь как раз-таки можно вспомнить за UX, UI в Flow, то есть там, где для разработчика это было преимущество, здесь для клиента или для пользователей, которые не часто работают в Flow, это будет недостаток. То есть он относительно сложный для них, те же интеракции будут сложные, работа с CMS, e-commerce, а дефолтных виджетов на самом деле очень мало в Flow, поэтому и необходимо часто подключать свои сторонние библиотеки. Тот же слайдер, попап, как я говорил. Запутана система тарифов. Поэтому если мы возьмем простого пользователя, который хочет изучить платформу и сделать себе сайт на ней, это, для него оно того не стоит. Что же означает сайт на Webflow для клиента, если он, допустим, заказывает у специалиста или в компании, например? Легкое редактирование содержимого на странице. То есть здесь говорится не о том, что клиент должен открыть именно среду разработки с этой там страшной панелью для него и там что-то менять, править. Здесь говорится о визуальном редактировании. То есть у Flow есть такая функция, как редактор. То есть открывается у пользователя сайт без всяких панелек, максимально может только вылезть небольшая панелька входа, которую, админ может по почте добавить редакторов, и редактор переходит по ссылке на сайт, у него открывается маленькая панелька для входа, и все, он просто видит потом просто сверстанный сайт без без панелей разных, кнопочек, и он может навести на элемент текста, например, или картинки, появляется кнопочка, и он в реальном времени просто или редактирует текст, или заменяет картинку. Или, допустим, ссылку может поправить, там, изменить адрес ссылки. Вот. Этот режим, эта функция в Flow позволяет добавлять несколько гостевых редакторов и совместно редактировать визуально в реальном времени, так сказать, контент на сайте. Все планы включают ряд функций безопасности, включая бесплатный SSL, а также резервное копирование и управление версиями, то есть бэкапы. На самом деле удобная вещь, SSL это понятно, я думаю, всем. Сейчас всем необходим SSL сайтам. Бэкапы на самом деле очень удобные во Flow, то есть он делает автоматически их, мы можем сохранить свой, мы можем любую версию открыть в новой вкладке, и любой элемент, любую секцию просто переместить, скопировать к себе в настоящую среду разработки. Или восстановить полностью версию бэкапа сайта. Хостинг на основе Amazon CloudFront. Тут, что можно сказать, просто хороший хостинг, который предоставляет посетителям максимальную скорость загрузки страниц и минимальную вероятность так называемого упавшего сайта. Интегрированная сеть доставки CDN, которая обеспечивает высокую скорость и повышает безопасность сайта. То есть контент подгружается из оптимальных для пользователя географических локаций. То есть это напрямую влияет на скорость загрузки сайта. Генерируем чистый код. Вот мы говорили, это был один из пунктов, когда я говорил про WebFlow разработчика. То есть для него, там, если вы помните, я сказал, что чистый код это преимущество в том плане, что нам легче дорабатывать, понятнее, легче, проще дорабатывать функционал. Здесь же для клиента чистый код это
та же скорость загрузки сайта, это тоже положительное влияние на SEO, так как на SEO это влияет. Качество кода влияет на SEO. Ну и опять же можем вспомнить про выгрузку кода в просто файлы верстки, которые можем отдать клиенту. Интегрированная CMS и e-commerce. Ну, это просто дополнительные возможности. То есть здесь, в принципе, все понятно. Думаю, останавливаться не будем. Это просто возможность расширить там тоже, не знаю, готовый сайт, сделать блок и так далее. Можно упомянуть за удобную админку, например, в этом пункте. Гибкая система тарифов. Я вот говорил немножко раньше, что это минус для клиентов, запутанная схема тарифов. Но на самом деле здесь сторона обратной медали в том, что она запутанная, но она зато гибкая. То есть тем самым клиенту часто, да, непонятно там эти тарифы, там их порядка, по-моему, 4 для аккаунта тарифа и 3 для сайта. Эм, но она гибкая и позволяет клиенту просто выбрать тот тариф, ну, то есть без лишнего, то, что ему именно и нужно. Поэтому запутанная система тарифов, с другой стороны, гибкая и является на самом деле и преимуществом для клиента. Просто стоит ему объяснять. И я на самом деле не стал подробно не хотел подробно рассказывать про систему тарифов и не буду, потому что она э, на самом деле, сколько у меня продакт-менеджеров задавали вопросы по ней, э, я думаю, столько и будут, потому что даже я на самом деле иногда открываю схему тарифов, смотрю, она на самом деле запутанная, но здесь ничего не поделать. То есть э, нельзя в двух словах описать, объяснить ее. Вот. Если вкратце про нее сказать, то есть просто тарифная сетка для аккаунта, можно сказать, даже для разработчиков как раз таки, то есть э, а другая система, другие тарифная сетка это для сайта, в который входит та же CMS, подключение кастомного домена, e-commerce. Вот. Ну, это, наверное, самое главное отличие. Так, значит, ну, из всех вышесказанных пунктов можно, ну и вообще, в принципе, из всего вышесказанного можно понять клиенту, что хороший специалист на Webflow, на самом деле, это не человек, который за месяц выучил платформу и накидал там ему сайт. У Webflow заметно выше порог входа э, из-за его вот этой относительной ну, сложностью этой платформы. И если мы берем Flow разработчика с опытом, со знанием кода, то из этого следует даже вот для клиента, что это такой же профессионал, как продукт-менеджер, прототипировщик, дизайнер, маркетолог, который клиенту создает на определенном этапе после дизайна хороший и качественный продукт в виде сайта, который будет быстро работать, положительно влияет на SEO, с удобной админкой, с хорошим хостингом, а, с визуальным редактированием сайта. И все, по сути, ну, это сводится, ну, он получает это все за меньшую цену и за более, ну, быстрые сроки разработки проекта. Ну, собственно и все. Так, теперь давайте, если есть у кого-нибудь вопросики, я постараюсь на них ответить.
Так, конструктором сайта еще кто-нибудь пользуется? Да, пользуется, естественно. Сейчас это на самом деле, наверное, тренд, и я думаю, задает его как раз-таки Webflow. Смерть тильде. Ну, тильда на самом деле тоже классный инструмент с своими возможностями, но опять же из-за его... э, я немножко работал давно в фигме, но она, как по мне, очень неудобная по сравнению с тем же Webflow. И там есть, ну, больше минусов, чем Webflow. Для дизайнера. Э, как сильно страдает SEO за счет удобства при разработке сайтиков на конструкторах типа Webflow? Да, я думаю, никак оно не страдает. В Webflow все есть для продвижения, хорошего продвижения. От чистого кода до вплоть до там альтов, ну, описания картинкам, настройки robots, sitemaps, и чтобы сам он генерировался, и чтобы мы свой писали. То есть все возможности для хорошего продвижения есть, и я думаю, вообще ничего не его ну, никак не влияет плохо на SEO. В Div в Flow есть встроенные инструменты для написания дел фич SEO, если не ошибаюсь. Написание дел фич. Дел фич. Не очень понял, что это такое. Дел фич. Ну, если можете, уточните, что такое дело фич. Так, на этом фреймворке, в принципе, возможно писать что-то кроме лендинга и личного блога. Ну, тот же интернет-магазин. Ну, правда, именно интернет-магазин, эм, здесь, конечно, есть нюансы, потому что все-таки это относительно недавняя, ну как не недавняя, в принципе. Ну, в общем, там есть ограничения значительные еще в e-commerce, но интернет-магазин можно вполне сделать. Но на самом деле сейчас на Flow делают сторонние библиотеки, с помощью которых можно реализовать различные фильтры в блоге, в e-commerce. Я даже видел, можно реализовать личный кабинет. Вот, да, он будет скудноватый, но то есть уже можно сделать через... ну, может быть, уже больше появилось возможностей, но даже видел, хотя это уже относится личный кабинет к бэкэнду, например. Как обстоят дела с масштабированием сайта на этом конструкторе? Если дефолтный CMS не подходит, сложно ли интегрировать сторонний, например, сайте? Насколько сложно подключить другие сервисы и как работать с базой данных в этом конструкторе? Масштабирование. Но если мы говорим про масштабирование именно в этой среде разработки, то ну, можно создать, я не знаю, я как-то давно делал там больше 100 страниц, и вполне все классно работало в этом плане. Если же мы говорим про масштабирование на другой CMS, например, то экспортируем код и садим на любую CMS. Если, ну, по-другому... Хотя есть даже на самом деле инструменты, которые позволяют готовую, то есть опубликованный сайт с доменом Webflow через определенные сервисы а, в один клик, ну как в один клик, при определенной настройке, потом можно обновлять в один клик, но садить на тоже WordPress и, возможно, уже, может быть, и другие CMS. Так, дела.
Кому принадлежат права на сайтик, написанный на подобном конструкторе? Клиенту или сервису? Э, Клиенту, конечно. То есть в Overflow есть... можно не публиковать... его никто не увидит. Сайт, который вы разработали на Overflow. Вы можете, если захотите, его опубликовать, проект Overflow, в шовкейс, так называемых Webflow в магазине. То есть его нельзя будет там склонировать, хотя можете включить, чтобы вы могли ваш проект склонировать, каждый к себе на аккаунт. Но вы можете его показать всем. Но вы можете не включать и не показывать его всем. Тем самым его никто не увидит. То есть на Webflow есть даже там на платном тарифе возможность включить пароль по доступу к сайту. Поэтому, ну, можете опять же экспортировать код и использовать его как хотите. И никакие Overflow, в принципе, думаю, права на него не будет, ну, не имеет. Кому принадлежат... так, это прочитал. Что обычно кушают разработчики на Overflow? Э, Ну, сейчас, наверное, некоторые кушают уже красную икру. Вот. Это все, опять же, все относительно. То есть разработчики тоже есть разные. Кто-то изучил платформу, опять же, но код плохо знает, и он просто его использует как конструктор. И возможности для этого намного меньше у него. Вот, поэтому он и зарабатывает меньше. Кто-то в компании, то есть если мы возьмем одинакового специалиста, одного в компании, другой там на фрилансе, они тоже могут получать по-разному. Один в компании может получать больше, на фрилансе меньше, или даже наоборот, на фрилансе может получать больше, чем в компании. Это все напрямую зависит от человека. Помню, когда-то хосты прибыльный сайт отжимал себе. Вот это время было. Хм, интересно. Дело и фич. Прописывать текст для SEO вручную. Текст для SEO вручную. Э, Текст для SEO вручную. То есть, ну, если вы имеете в виду за статьи, ну, в смысле, делает там админка есть. Понятная админка, удобная, через которую создавать статьи. По какие-нибудь, там, опять же, sitemap, можно как автоматическую генерацию поставить в Flow, так и руками писать sitemap свой. Также и робот. Так, ну, если вопросов ни у кого больше нет, спасибо за просмотр. Всем пока.